Ребята, всем привет! А сегодняшнее видео я хочу посвятить эвакуации мирного населения из города Припять. И поможет мне в этом вот этот замечательный набор от фирмы i7 в 35 масштабе. А если вы хотите тоже что-нибудь от этой фирмы, то переходите по ссылочке в описании в магазин «Модельная лавка». Там по промокоду Даша у вас будет скидочка в 10%. А если вы делаете свой заказ впервые, то по вот этому промокоду у вас будет скидочка в 200 рублей. Итак, давайте смотреть, как я из этого набора сделала вот эту замечательную диораму. Итак, поехали. Итак, по традиции начнем с обзора коробки. И у коробки очень замечательный бокс-арт, изображающий город, готовый к эвакуации, и людей, спешащих на автобусы. Так что, собственно, тут больше ничего интересного нет. Наверное, только еще маркировка 14+. Ну, наверное, очень сложный набор. Так, открываем. Кстати, коробку я уже открывала на своем стриме, который вы тоже, кстати, можете посмотреть. Так, и вот, собственно, тут два ледника. Сейчас. Оп. Вот первый ледник с людьми. Здесь ничего сложного нет. Людей тут 5 человек, включая ребенка, 2 мужчины и 2 женщины. Из примечательного я могу отметить, что вот, например, есть фрагмент волос, и также рука девочки и мамы выполнена одной деталью, что, наверное, не очень удобно будет в окраске. Также у всех лиц, да и не только, есть литьевые дефекты почти у всех. Вот видите, волосы, что не очень хорошо, усложнит обработку данных деталей. Так, и второй литник — это литник с фрагментом подъезда. Тут и крыша, и пол, и стены, колонна, и также мусорка. Ничего сложного. Ну и, наверное, самая уникальная часть этого набора — это фрагмент диорамы, выполненный на картонном листе. Тут схема сборки. Сейчас посмотрим эту диораму. Она собирается по принципу кукольного домика. Вот так вот. Но мне кажется, очень здорово и красочно. Самое главное, очень реалистично выглядит. Посмотрим, как это будет выглядеть с фигурами. Но на камеру выглядит вполне себе интересно. Да, вживую, конечно, выглядит немножко простенько, на мой взгляд. Но простенько за счет малой толщины листов. И они немножко не совсем ровные. Но я думаю, это исправимо. Так что вот такая диорама. И дальше схема. Тоже ничего сложного. Приклей, 3-4 детальки и схема окраски. Да, конечно, жалко, что они сделали одной деталью руку мамы и дочки. Неудобно будет. Так, ну, сумки, чемоданы. Да, их, кстати, довольно много в наборе. И также из интересного то, что они предлагают использовать краски 3 производителей. Это i7, Revell и Tamiya. Тут вот такая схема. Но я буду использовать темперу, так что это мне не пригодится, но как ориентир приятно иметь такую схему. Все, приступаем к сборке. Авария на Чернобыльской АЭС – это страшнейшая катастрофа в истории не только Советского Союза, но и всего человечества. Есть версия, что эта авария была одним из факторов, которые ускорили развал второй сверхдержавы. Авария на ЧАЭС – это не только тысячи загубленных жизней и ни в чем не повинных людей, но и страшнейшее экономическое потрясение. При всей печальности ситуации следует отдать должное людям, организовавшим эвакуацию Припяти и близлежащих населенных пунктов. Вы только представьте, за один день эвакуировать такое огромное количество людей, свести в один город такое количество транспорта. Людей надо накормить, расселить, автомобили заправить. Да, на такое, наверное, было способно только советское государство.
Масштаб мероприятия поражал. Наверное, нечто подобное было в первые годы войны, когда эвакуировали крупные предприятия на восток страны. Но враг, от которого бежали припятчане, был опаснее германских танковых колонн. Он был невидимым и убивал незаметно. И самое страшное, что многие люди не понимали, с чем они столкнулись. И такова природа человечества. Глазам мы доверяем больше, чем разуму. Тем не менее, массовая эвакуация зоны поражения вызывает восхищение до сих пор, поэтому во время работы над этим сюжетом я хочу рассказать поподробнее об этом мероприятии и желаю вам приятного просмотра. Солнечный весенний день не предвещал никакой беды. Ветер был теплый, и многие припятчане вышли на улицы. Кто в лес, кто к реке, кто спешил на работу. И жизнь шла своим чередом. Никто не знал, что это один из последних дней города. Многие припятчане уже слышали об аварии на Чернобыльской атомной станции. Ночью некоторые видели пламя с окон, слышали громкий шлепок. Именно так его описывали позже очевидцы. Не все понимали опасность, которая вырвалась из разрушенного блока номер 4. Да что там не все. В тот час только единицы были в курсе, что авария имеет серьезный характер. Поговаривают, что местные армяне, жившие в первом микрорайоне Припяти, были проинформированы неизвестно кем и в 4 часа утра спешно покинули город. Единственное, чего они не знали, что вернуться сюда им уже никогда не суждено. Вначале я, естественно, соберу фигуры. Я работаю в полевых условиях, и некоторого нужного инструмента у меня под рукой нет. Например, я склеиваю детали фигур при помощи клея Супермомент. И это неверно. Да, он держит детали, но права на ошибку у меня совсем нет. И расскажу немножко о качестве фигур. Тут ICM немножко подкачали. Наверное, я избалована хорошим литьем смоляных фигур, тех, над которыми я работала во время постройки моей первой диорамы. Там все фигуры были вылиты из смолы. В пластике добиться аналогичного качества литья довольно сложно. Лица немножко замылены, а на волосах виден литьевой шов. Зачищать его будет особенно сложно, здесь еще необходимо сохранить и фактуру волос, ведь потом восстановить ее будет очень даже сложно. Из недостатков стоит отметить, как выполнены фигуры мамы и девочки. Их руки сделаны одной деталью, и это несколько осложняет окраску. Но нельзя забывать и об оригинальности самой идеи набора. Во-первых, сам сюжет – эвакуация из Припяти мирного населения, и, по-моему, еще ни одна фирма не затрагивала эту тему, плюс идея ленивой диорамы. Ведь только Ревел, по-моему, пытался воплотить нечто подобное. Но и тут не обошлось без косяков. Например, у дома вдалеке в окнах видны стеклопакеты. И думаю, что в 1986 году это была большая роскошь. А качество печати у фона отменное. Придраться тут не к чему. Отлично смотрится на фоне изображения автобусов. Среди них виден до боли знакомый Икарус. Вот только думаю, что в этом сюжете не хватает модели советского автомобильчика, припаркованного у подъезда. Например, москвича или копейки. Кто-нибудь из них отлично бы смотрелся в этом месте, но в 35-м масштабе в пластике модели этих автомобилей пока нет и не предвидится. А еще я хочу придраться к толщине фона. Если бы листы были чуточку толще, то и диорама смотрелась бы помонолитней и поуверенней. Теперь настал момент окраски, и вначале я грунтую фигуры. Конечно, дома у себя в мастерской я бы воспользовалась бы аэрографом для нанесения грунта, но приходится это делать кисточкой. Плюс сам грунт меня немножко подвел. Вы только посмотрите, как он ложится. Эти фигуры я буду по своей привычке темперными красками. Они дают приятный матовый оттенок, который хорошо будет смотреться на фигурах. Краска имеет хорошую кровистую способность, последующие слои хорошо закрывают предыдущие. Она не пахнет и быстро сохнет. Кстати, надо будет как-нибудь попробовать окрасить фигуры акрилом, например, от того же ICM, чисто для эксперимента, а вдруг мне понравится. А начну я окрашивать фигуры с лиц и рук, то есть с телесного цвета. А вот в части окраски одежды тут у меня полная свобода. Это же гражданские люди, и одеваются они как угодно, в любой цвет. Так что любители матчасти могут покурить в сторонке. И этим мне нравится гражданская тематика в моделизме. Тут нет никаких канонов, чистая фантазия. Обратите внимание, как у меня расположены фигуры. Для удобства окраски я просверлила в их ступнях отверстия и вставила туда зубочистки. И таким образом мне стало очень удобно их держать во время работы. Уровни радиации в городе росли с каждым часом. Утром после взрыва 26 апреля радиационный фон был уже в сотни раз выше нормы. Радиоактивные материалы уже окутали улицы. В
Власть СССР готовилась к эвакуации вечером 26 апреля, когда поняла, что ситуация критическая и уровень радиации продолжает расти. Днем во всех учреждениях Припяти людей попросили принять йодистый калий, но, к сожалению, люди готовились к первомайским праздникам. По словам очевидцев, в субботу и в воскресенье в Припяти вынесли много продуктов на продажу, торговали прямо на открытом воздухе, но люди не знали об опасности. Поэтому на утро 27 апреля в Припять пригнали со всей Киевской области и не только, около 2000 автобусов. Припять решили эвакуировать. 27 апреля 1986 года на улицах и радиоточках города дали объявление об эвакуации, и звучало оно примерно вот так: «Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Сегодня городской совет города Припять принимает решение об эвакуации населения города на 3 дня в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Сегодня, 27 апреля, в 14:00 каждому дому будет подан автобус. Закройте окна, перекройте водопроводные краны. С собой возьмите только необходимые вещи на первый случай, документы и продукты питания». Зачитывала это объявление припятчанка Нина Мельник. Паники не было, люди знали, что смогут вернуться домой через 3 дня. Некоторые взяли с собой гитары, так как надеялись встретить майские праздники на природе. И вот в 14:00 началась эвакуация Припяти. Люди вышли с сумками и детьми и спокойно сели в автобусы. Кто-то планировал уехать к родственникам, другим обещали комнаты в общежитии. Людей из Припяти увезли в близлежащие населенные пункты – Иваньков, Полесское, Киев. Позже, через пару дней, также была эвакуирована сотня других деревень зоны Чернобыльской катастрофы. Люди оставляли в своих жилищах все нажитое, в том числе и животных. В город пришли ликвидаторы, дозиметристы и милиция. Улицы и здания пытались отмыть от радиации специальным мыльным раствором бурда. Но это не помогло, так как реактор еще 6 месяцев оставался открыт. Припять успела напитать в себя огромное количество радионуклеидов. Это цезий, стронций, плутоний и америций навсегда, как минимум на 20 тысяч лет. Поэтому люди сюда уже не вернулись. Все ждали, надеялись, но не свершилось. Сегодня город атомщиков Припять остается одним из самых опасных мест на планете. Место, где застыл Советский Союз и напоминает нам о Чернобыльской катастрофе. Вопрос эвакуации населения после аварии на ЧАЭС на самом деле очень интересен 2 вещами. Это промедлением, связанным с непониманием масштабов аварии и радиационной обстановки с одной стороны, и фантастически быстрой ее организации после того, как осознание все-таки наступило. Обычно все смотрят на первый аспект и в упор не замечают второго, хотя если разбираться в деталях, то все выглядит под несколько другим углом. Бытует мнение, что власти скрывали, а потому эвакуация не проводилась до момента, когда скрывать было нечего. И это ошибочное мнение. Непринятие мер по эвакуации связано с непониманием масштабов аварии и реальной радиационной обстановки, сложившейся в районе аварии. Все понимают, что, во-первых, эвакуация целого города, пусть даже такого небольшого, как Припять, но все-таки 50 тысяч человек, и это не дешевое удовольствие. И да, полагаю, что любой гражданин в здравом уме и трезвой памяти не захочет, чтобы его заставили покидать свой дом без особых на то оснований. Поэтому мы будем отталкиваться от того, что для того, чтобы принять решение об необходимости эвакуации, всескрывающая власть должна была обладать стопроцентной уверенностью в необходимости этой меры, а этой уверенности на тот момент не было. Задним умом, как известно, все умны, поэтому сейчас, зная, что именно случилось, масштабы аварии и радиоактивного загрязнения земель, можно хвататься за голову и начинать говорить о медленности коммунистов, бросивших город на произвол судьбы. Но в реальности 26 апреля 1986 года никто вообще не понимал, ни что случилось и ни каковы последствия. За 30-летнюю эксплуатацию атомных установок на тот момент аварий, схожих по масштабу с тем, что произошло в Чернобыле, не было. И на тот момент считалось, кстати, во всем мире, не только в Советском Союзе, что и быть не может. Тем не менее, давайте перейдем от аварии к эвакуации. Эвакуация началась через 37 часов после аварии, и как в случае с самой аварией, тут имеет место не вся правда. Разумеется, в рамках демократии и гласности, курс на которую был тогда обозначен государственной политикой, эвакуация была проведена несвоевременно и безграмотно.
Виноват в этом директор ЧАЭС Брюханов. Он был в том числе за это осужден. Прокуратура СССР устроила разборку по этому поводу. В общем, как обычно, виновные были названы и прилюдно наказаны. А теперь посмотрим на хронологию событий и что вместилось во временной интервал между час 24 26 апреля 1986 года, когда произошла авария, и 14:00 27 апреля, когда началась погрузка населения в автобусы. Руководство станции, директор Брюханов и главный инженер Фомин, которые более подробно известны по сериалу «Чернобыль», прибыли на станцию в районе 4 утра, а в районе 5-6 утра в Москве была создана правительственная комиссия. И тут начинается неразбериха. Дятлов докладывает Брюханову, что реактор разрушен, и по его воспоминаниям он также сообщает об этом некому полковнику, который его сообщение высокомерно проигнорировал. Предположительно о том же докладывает Фомину Акимов, и тем не менее Фомин дает команду начать охлаждение реактора, подав в него воду. Правительственные комиссии докладывают, что реактор цел. Почему это было именно так, достаточно туманно. По одной версии, именно версии, на целостность реактора настояли в Москве. В 8 утра Брюханов запросил у правительственной комиссии разрешение на начало эвакуации населения. Разрешение не было дано. Почему? Посмотрите сами. По имеющейся информации, реактор был цел. Да, эта информация неверная, как покажет время, но другой на тот момент времени не было. Информация о радиационной обстановке как на самой станции, так и за ее пределами тоже нет никакой. Известно только о переоблучении персонала станции и пожарных. Они доставлены в больницу. Иными словами, достоверной информации о масштабах аварии нет никакой. А в отсутствии достоверной информации основания для начала эвакуации, по сути, это только мнение самого Брюханова о ее необходимости. И, мягко говоря, это неубедительная аргументация на тот момент. И речь идет не о сокрытии, речь идет об отсутствии достоверной информации у тех, кто принимал это решение. Достоверно установлен факт разрушения реактора только к 15:00 26 апреля, через 13 с лишним часов после аварии. 26 апреля 1986 года, когда атомные энергетические установки эксплуатировались по всему миру уже 30 лет, и ни разу не было аварии с полным разрушением реактора, а самая тяжелая авария на тот момент – это Three Mile Island в США 28-29 марта 1979 года, то в полное разрушение реактора поверить было очень сложно. Тогда же становится понятно, что радиационная обстановка на промплощадке за пределами критической, а мобильные отряды дозиметристов оценивают радиационную обстановку в городе, и результат тоже все очень плохо. 23 часам 26 апреля, через 22 часа с момента аварии, принято решение усилить наблюдение за радиационной обстановкой и готовиться к эвакуации на следующий день, к 2 часам ночи 27 апреля, сутки после взрыва. К эвакуации уже все готово. К Припяти подтянуто 1225 автобусов, включая около 150 автобусов с медицинским оборудованием, 360 грузовых автомобилей и 2 специально снаряженных железнодорожных состава. В течение 3 часов с момента принятия решения о подготовке к эвакуации, а решение о самой эвакуации еще не принято, к этой эвакуации уже все готово. За 3 часа смогли мобилизовать 1500 транспортных средств, оснастить 150 из них медицинским оборудованием и снарядить 2 железнодорожных состава. Я сомневаюсь, что сейчас МЧС способна собрать аналогичное количество транспортных средств и уложиться за 3 часа. И я надеюсь, что нам никогда не придется проверять эти сомнения на практике. А вот тут я самостоятельно изготовлю смывку. Сделаю я это при помощи художественного растворителя и масляной коричневой краски. И коричневый цвет идеально подойдет для обозначения теней как и на коже, так и на одежде. В 7 утра 27 апреля правительственная комиссия принимает решение о полной эвакуации города. В 10 утра организуется совещание, на котором это решение объявлено и оговаривается порядок эвакуации. И оно длится 2 часа. И еще 1 час – инструктаж личного состава, осуществляющего эвакуацию. В час дня – объявление о начале эвакуации. Через час к домам поданы автобусы. К 16:00 в городе Припять нет населения.
По сути, сама подготовка к эвакуации и эвакуация были проведены, если не образцово-показательно, то близко к этому. В принципе, для страны, готовящейся к войне с мировым агрессором в лице США, это не слишком удивительно. Гражданская оборона СССР была достаточно мощной силой. Когда маховик, к тому же отстроенный, включался, он работал как швейцарские часы. Основной вопрос заключается в том, почему так долго не принималось решение о подготовке к эвакуации, почему так долго не включался этот механизм. 22 часа с момента аварии, 15 часов с момента первого запроса Брюханова о проведении эвакуации и 8 часов с момента, когда был достоверно подтвержден факт разрушения реактора. И ключевым здесь является последнее. До того момента, когда стал понятен масштаб аварии, необходимость эвакуации действительно была под большим сомнением. Ну а тут я расписываю типичное крыльцо типичной советской многоэтажки, и это до боли знакомые серо-белые стены и черная крыша. А под самый конец работ ко мне пришло это милое создание, но на диораму я ее не поставлю. Такая у меня получилась диорама, напишите, как она вам. Мне процесс работы над ней понравился, да и результат тоже неплох, хотя я могу и лучше. Но всегда есть куда расти, так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Увидимся в следующем видео, а я пошла работать над очередной моделью, а может даже и диорамой.